Дорогие друзья, приветствую вас на канале «Разумная медицина» доктора Евдокименко. Тема сегодняшнего выпуска – изжога. Изжога – это очень распространенная проблема. Думаю, что в течение жизни с ней сталкивался практически каждый человек. А еще существует большая группа людей, их примерно процентов 30 от общего числа населения, которые болеют изжогой, назовем это так, на регулярной основе. Причем у разных людей изжога проявляется по-разному. У кого-то это боль или неприятное ощущение в области желудка, у кого-то это жжение в области желудка или жжение за грудиной, причем жжение может быть очень сильным. У кого-то даже ощущение жжения, кома в горле. А еще изжога часто проявляется такими выбросами кислоты, ощущением кислоты во рту. То есть во рту появляется неприятный или кислый привкус. В общем, еще раз хочу сказать, изжога – это очень неприятное, порой болезненное состояние, но довольно часто врачи от пациентов, которые приходят с жалобами на изжогу, отмахиваются. Говорят, ну что такого в этой изжоге? Попейте альмагельчик или примите гастал, и, собственно, никакого лечения не проводится. В результате люди слушаются таких врачей и порой годами пьют препараты, которые не лечат изжогу, а просто снимают вот этот самый симптом, вот эти неприятные ощущения. Но еще раз хочу подчеркнуть, что лечения как такового не происходит. А чтобы вылечить изжогу, нужно не устранять симптомы вот этими препаратами, которые снижают кислотность, а нужно бить по причинам изжоги. И вот об этом мы сегодня поговорим. Первая причина изжоги, о которой очень важно знать, это прием некоторых лекарственных препаратов, которые человек принимает на протяжении нескольких месяцев или даже нескольких лет. Сейчас существует такая практика для разжижения крови принимать препараты аспирина. Аспирины, кардиоаспирин, тромбоаз и прочие лекарства. И да, наверное, разжижать кровь, особенно в пожилом возрасте, нужно. Но эти самые препараты аспирина раздражают стенки желудка, и довольно часто у некоторых пациентов возникает как раз именно от этих лекарств изжога. В таком случае, я считаю, нужно разжижать кровь другими методами. Но это, правда, будет тема отдельной программы. Но все-таки, я еще раз повторю, если у вас возникает изжога от препаратов, которые разжижают кровь, нужно постараться эти препараты либо убирать вовсе, либо хотя бы пить их не постоянно, а прерывистыми курсами. 1, 2, 3 месяца попили препарат, потом делайте на 3-4 месяца перерыв. Еще одна группа препаратов, которые часто приводят к возникновению изжоги, это так называемые нестероидные противовоспалительные препараты. Это те лекарства, которые человек принимает для снятия боли в спине или в суставах. Если эти препараты пить короткими курсами, недолго, то, скорее всего, изжога не появится. Но, к сожалению, бывает, что человек вынужден принимать эти препараты годами, или он не вынужден, а просто не знает, что эти препараты нельзя применять подолгу. И вот в таких случаях тоже может возникать изжога. И тогда желательно препарат заменить. Некоторые препараты от повышенного давления тоже могут вызывать изжогу. Помимо этого, изжогу могут провоцировать некоторые препараты, которые человек применяет для снижения повышенного холестерина, некоторые гормональные препараты. Вообще перечислять препараты, которые могут провоцировать изжогу, можно довольно долго. Тут и антидепрессанты, и лекарства, которые применяются для лечения болезни Паркинсона, и многие другие препараты. И вместо того, чтобы перечислять эти лекарства, давайте сделаем по-другому. Нужно читать аннотации тех лекарств, которые вы принимаете каждый день. И если в аннотации вы увидите слово изжога, значит, этот препарат желательно все-таки заменить на какой-то другой, у которого не будет такого побочного эффекта. Вторая причина изжоги, и здесь я вас, наверное, удивлю, это привычка есть часто и понемногу. Врачи нередко говорят, нужно есть часто и понемногу. И люди следуют этим советам. И, как ни странно, вот этот совет тоже может приводить к развитию изжоги. Смотрите, что происходит, если человек ест часто и понемногу, если он постоянно перекусывает. Человек поел, даже небольшое количество пищи приводит к выработке желудочного сока, соляной кислоты. Человек поел один раз, у него выработалось какое-то количество желудочного сока.
Человек поел второй раз, у него выработался опять желудочный сок. Третий, четвертый, пятый, 10-й раз. И в результате желудочного сока вырабатывается так много, что он просто не успевает, ну, будем так говорить, утилизироваться организмом обратно. То есть у человека постоянно возникает избыток желудочного сока. А отсюда происходит заброс этого желудочного сока в пищевод и возникает изжога. Поэтому, если вы хотите избавиться от изжоги, не нужно постоянно перекусывать, не нужно постоянно кусочничать, не нужно постоянно пить кофе. С моей точки зрения, нужно есть 3, 4, ну максимум 5 раз в день. И обязательно, чтобы между приемом пищи были перерывы, когда соляная кислота, условно говоря, будет утилизироваться организмом. Третья причина изжоги, ну сколько раз не говорили ужин отдай врагу, тем не менее многие люди все равно наедаются на ночь, и это тоже может приводить к изжоге. Особенно, когда человек плотно наелся, а потом очень скоро лег спать и принял горизонтальное положение, происходит затекание желудочного сока в пищевод и возникает изжога. Поэтому, повторю еще раз, не нужно наедаться на ночь. Желательно, чтобы между ужином и сном проходило как минимум 3 часа. И еще лучше, если после ужина вы пойдете прогуляетесь. Это будет вообще замечательно. Четвертая причина изжоги – это спешка в еде. Очень многие люди питаются на бегу, в результате пропускается первая фаза пищеварения, то есть пережевывание пищи и смачивание пищи слюной. В итоге пища попадает в желудок плохо перемолотый, плохо пережеванный и не обработанный ферментами слюны. Желудочному соку труднее попасть внутрь пищевого комка, и процесс пищеварения затрудняется. Поэтому организм вынужден компенсировать нарушение первой фазы пищеварения большим количеством вырабатываемого желудочного сока и более высокой кислотностью этого самого желудочного сока. И все это со временем приводит к изжоге. Поэтому, чтобы избавиться от неприятных ощущений, чтобы избавиться от изжоги, тем людям, которые привыкли питаться на бегу, в спешке, нужно перестроить свою ментальность, что ли. То есть нужно научиться есть не спеша, медленно, в расслабленной обстановке, по возможности выключив на время мобильный телефон и не глядя в телевизор. Как сказал однажды Махатма Ганди, жуйте свой напиток и пейте вашу пищу. Имеется в виду, что прежде чем проглотить воду, подержите ее во рту какое-то время, а прежде чем проглотить пищу, тщательно ее перемалывайте зубами, то есть тщательно ее пережевывайте. А говоря еще проще, старайтесь наслаждаться едой, не спешите, никуда не торопитесь во время приема пищи, и пусть весь мир подождет. Пятая причина изжоги отчасти вытекает из предыдущей причины. Многие люди, особенно работающие в офисах, привыкают есть сухомятку, какие-то перекусы печенья, конфетки, сухие бутерброды. Все это запивается растворимым кофе, и вот это все тоже приводит к развитию изжоги. Соответственно, если мы хотим избавиться от изжоги, какие продукты нужно исключить? Сейчас я вам буду зачитывать. Ну, во-первых, это сухие печенья, булочки, чипсы, соленые орешки, сухарики, крекеры. Что еще провоцирует изжогу, это, конечно, копчености и многие газированные напитки, особенно я их называю химические газированные напитки, всякие колы, спрайты. Они очень плохо влияют на стенку желудка, то есть раздражают ее и приводят к изжоге. Ну и, конечно, об этом все знают, это очень жирная какая-то пища. Поэтому жирную пищу нужно постараться как-то свести к минимуму. И, конечно, алкоголь. Вот в плане развития изжоги, пожалуй, самые частые провокаторы этого неприятного ощущения – это в первую очередь коньяки, виски, красное сухое вино, некоторые сорта пива. Как ни странно, в меньшей степени, наверное, водка даже, в меньшей степени, но она тоже, конечно, провоцирует изжогу, просто чуть меньше, чем вот эти перечисленные напитки. Но вообще вот что любопытно, одни и те же продукты и одни и те же напитки на разных людей реагируют по-разному. То, что одного вызовет изжогу, на другого не подействует вообще никак. И, как правило, человек знает, что именно этот напиток или именно этот продукт вызывает у него изжогу. И, соответственно, нужно этот продукт или этот напиток исключить из своего рациона. Правда, бывает по-другому. Иногда человек не может определить, какие именно продукты и напитки вызвали у него изжогу. То есть он не может в этот момент уловить.
Таким пациентам я обычно рекомендую в течение недели вести так называемый дневник изжоги, в котором записывать нужно, что, в какое время вы съели или выпили, какие лекарства вы принимали, через сколько появилась изжога, то есть что еще могло спровоцировать, то есть записывать какие-то вот нюансы. И в результате после ведения такого дневника, в принципе, в течение недели можно определить вот то провоцирующее обстоятельство, которое и привело к изжоге, и которое нужно из своей жизни устранить. Еще один фактор развития изжоги – это нервное напряжение, стрессы, какие-то страхи. Ну, об этом знают врачи старой школы, не очень хорошо об этом знают врачи современные, не все, по крайней мере, об этом знают. Но, тем не менее, вот такое нервное напряжение, какие-то страхи, какие-то постоянно раздражающие обстоятельства, все это тоже может приводить к развитию изжоги. И в этом случае изжога лучше всего лечится успокаивающими какими-то препаратами, какими-то травами, может быть, валерьянкой, пустырником. То есть нужно пробовать попить успокаивающие препараты. Из очевидного. Понятно, что изжога часто бывает у людей, которые болеют хроническим гастритом. О лечении хронического гастрита, ну и, соответственно, это лечение приведет к избавлению от изжоги, я рассказывал в одной из предыдущих программ. Ссылочка на нее будет под нашим сегодняшним видео. Но мало кто знает, что к развитию изжоги еще приводит хронический холецистит и хронический панкреатит. Об этом не все знают, и объяснять механизм, почему эти заболевания приводят к развитию изжоги, довольно долго. Все, что нам нужно знать, это если вы болеете панкреатитом или холециститом и хотите избавиться от изжоги, нужно лечить вот это самое основное заболевание – панкреатит или холецистит. И о лечении этих болезней ссылка тоже будет под нашим видео. Следующая причина изжоги, о которой нужно знать тем людям, которые увлекаются здоровым образом жизни, так вот этим людям нужно знать, что к изжоге часто приводят некоторые физические упражнения, особенно работа в тренажерном зале с тяжестями и некоторые асаны из йоги, особенно так называемые перевернутые асаны, они тоже приводят к затеканию желудочного сока в пищевод, и, соответственно, возникает изжога. Поэтому, если какие-то упражнения или какие-то асаны из йоги вызывают у вас изжогу, просто откажитесь от них. Еще одна причина изжоги – это беременность. Вот беременные женщины, особенно на больших сроках беременности, очень часто страдают от изжоги. Но это как раз тот случай, когда мы с причиной изжоги ничего сделать и не хотим, и не можем, и это естественно. Поэтому вот в этой ситуации нужно лечиться, как говорится, симптоматически, то есть убирать сам симптом. Конечно, лучше бы подобрать препарат от изжоги вместе с тем врачом, который ведет вас во время беременности, дорогие женщины. Но я вот постарался разобраться с этой темой и выяснил, что при беременности вроде бы можно пить фосфолиогель, смекту и ренни. Но все-таки хочу подчеркнуть, уточните это у своего доктора. И, пожалуй, последняя на сегодняшний день причина изжоги, о которой стоит поговорить, это курение. Понятно, что если вы курите немного, 1-2 сигареты в день, то, скорее всего, изжоги от этого не появится. Но если вы курите пачку, а то и 2 пачки в день, тогда от такого активного курения может возникнуть изжога. И я понимаю, что призывать курильщика к тому, чтобы он бросил курить совсем, ну, скажем так, это сомнительное мероприятие, такие призывы, но я хотя бы посоветую сократить количество выкуриваемых сигарет, если вы страдаете от изжоги. Напоследок хочу предложить вам, наши зрители, несколько, ну, скажем так, народных рецептов, как лечить изжогу, если вы не хотите принимать таблетки. Ну, первый метод – это прием облепихового масла. Каждый раз в самом начале трапезы, в самом начале еды возьмите облепиховое масло, ну, примерно на 3 чайных ложечки, и вот в начале, перед приемом пищи, просто рассосите это масло во рту. Делайте это 2, 3, 4 раза в день. Курс такого лечения 3-4 недели. Второй рецепт. После еды пейте чай с салфеем. Тоже курс лечения 3-4 недели. Третий метод, который мне нравится, купите в аптеке препарат на основе чаги. Называется этот препарат бифенгин. Пить его надо курсом. Пьется он строго по инструкции, которая будет дана к этому препарату 3 раза в день в
течение месяца. Потом нужно сделать перерыв на 2-3 месяца, а потом можно повторить лечение бифенгином опять 1 месяц. Кроме того, можно принимать настои семени льна. На упаковке, когда вы купите семя льна, естественно, покупать надо аптечный препарат, будет очень четко расписано, как его приготовить и как лечиться им от изжоги. Курс лечения 3-4 недели. И это на сегодня все, дорогие друзья. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал и будьте здоровы. Всего вам доброго.